Всем привет, с вами Андрей, и сегодня у нас на обзоре трубка Blackview BV5500 стоимостью до $100. Мы только получили этот смартфон, знаем его характеристики и распакуем его вместе с вами. Что ж, начнем с коробочки. Она стандартная для всех бюджетных смартфонов Blackview. В ней точно должен быть смартфон и как минимум защитная пленка на экран. Ну а как? Ведь трубка защищенная, пленку нашли. О, еще есть наушники, зарядка, инструкции. Отлично. Гарнитура простенькая, но может пригодиться для радио. Теперь корпус. Материал резина. Очень приятная на ощупь. Защищен по стандарту IP68, что подчеркивают вот эти вот заглушки на всех портах. На официальном сайте мы видели, что выдерживает эта конструкция. Ее терли, проводили тесты под температурой, на удары и изгибания. По факту заявлен американский армейский стандарт защиты корпуса. Вот его название. В расположении элементов корпуса все стандартно. Удобно и легко нажимается. Обратите внимание на X-образную форму задней крышки, вернее ее выпуклости. Оригинально. У нас полностью черный вариант трубки. А бывает еще с зелеными и желтыми вставочками. Зеленый интересный, очень похож на Xiaomi Black Shark. Это сходство можно назвать положительным моментом, я считаю. Вес трубки 255 грамм. Габариты перед вами, толщина 14 мм. В руке смартфон держать удобно. И карман он сильно оттягивать своим весом также не будет. Сейчас попробуем его притопить. Выжил. Бросать и всячески испытывать трубку будем позже, и через 2-3 недели опубликуем полноценный обзор. Переходим к дисплею. Правда ведь бывает так у некоторых людей, что им постоянно приходится менять стекло. Хотите избежать этого? Эта трубка вам в помощь. Говорят, что с этой конструкцией и экраном этого делать не нужно, он не должен разбиваться. Проверим. Диагональ 5,5 дюймов, разрешение HD+, 720 на 1440, в основе IPS матрица, соотношение сторон 18 к 9, идеальное уже не только для видео, но и для большинства игр. С завода уже наклеена защитная пленка, причем сделано это очень аккуратно. Еще одна, напомню, идет в комплекте со смартфоном. Изображение очень контрастное. Как оно будет себя на солнце вести, тоже проверим. Запас по яркости вот такой, сверху Gorilla Glass. Если не верите, клейте пленку. Мы на период теста не будем этого делать и проверим, появятся царапины или нет. Теперь железо. Внутри процессора MediaTek 6580p с частотой 1,3 ГГц, а также графика Mali 400MP2. Это не быстро и немного. Как будут себя вести игры, проверим. Дополняет аппаратную начинку 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной. Это уже хорошо. Хранилище расширяется карточками до 128 ГБ. Сейчас это и проверим. OTG есть, вход обычный micro-USB. FM радио можно активировать, если подключить проводные наушники. Из интересного заявлено быстрое геопозиционирование. Как на самом деле в помещении и вне его пока неизвестно. Совместно работают модули GPS и GLONASS. Беспроводные модули представлены Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Жаль только, что 4G сети не поддерживаются, только GSM и 3G. Микрофона 2, так что некая система шумоподавления предусмотрена. Кстати, список датчиков хорош как для трубки стоимостью $100. Барометр, гироскоп, компас. Внутри Android 8.1.
Полезности по части софта собраны в папке Toolbag. Тут и компас, и замеритель шума, транспортир и другое. Может, туристу и строителю они и понадобятся, а остальные под большим вопросом. Немного о камерах. Фронтальная на 5 мегапикселей. Основная на 8 плюс 0,3 мегапикселя. Основной модуль Sony IMX134. Как они покажут себя на деле, смотрите через 2 недели. Попробуем сделать фото вот этого внедорожника, и они будут в видео. По-быстрому детализацию сможете оценить и сами. Ну и напоследок об автономности. Батарея на 4400 мАч. Уверен, ее будет хватать на полный день, а может и на 1,5. А вот сколько часов в режиме непрерывного видео выдержит смартфон. Обязательно замеряем. Зарядка 5 вольт 1 ампер. Однозначно не быстрая. Производитель пишет о 15 часах видео. Серьезная заявка. Что ж, BlackView BV 5500 очень сбалансированный смартфон, хоть и недорогой. На первый взгляд. Материалы корпуса понравились. Сборка идеальная. Единственное, чего может не хватать на первых порах, сканер отпечатка пальцев. Но для этого есть Face ID. Насколько он быстр, разберемся в полном видеообзоре. Должен срабатывать за 0,1 секунду и даже в темноте определять владельца. Кстати, производитель почему-то позиционирует эту трубку для рабочих, вокруг которых всегда неспокойно. Например, для строителей или рыбаков. Я бы их из списка, конечно, не исключал, но добавил бы точно туда школьников, которым родители покупают смартфоны, возможно даже первый смартфон, ведь на переменах дети эти носятся очень быстро и в очень узких рамках, где много людей, много препятствий, так что смартфоны у них разбиваются очень часто. Подумайте об этом. Напомню, полный видеообзор BlackView BV 5500 выпустим через 2-3 недели. Если у вас есть свои вопросы и пожелания, какие игры протестировать, какой софт запустить, пишите в комментариях. Все проверим и попробуем. На этом все. С вами был Андрей и портал Smartphone.ua. Оценивайте этот ролик, не забывайте подписываться на канал. Всем пока!